Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать разноцветный, плотный, теплый узорчик, очень простой, состоящий всего фактически из одного ряда. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте приступать к нашему вязанию. Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петлю не затягиваем, это наша первая рабочая петелька. И дальше вяжем обычным способом. Количество петелек должно быть кратно 2. Набираем так столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. Вот я провязала цепочку кратную 2. Теперь придерживаю пальчиками последнюю петлю и провязываю еще одну воздушную. И теперь вот в эту петельку, которую придерживала пальчиками, либо же она же вторая от крючка, буду начинать вязание. Но вязать буду не вот таким образом, как обычно, да, мы с вами вяжем столбики, а буду вязать за самую заднюю, вот эту, прям, если мы развернем нашу цепочку, мы увидим вот эту заднюю перекладинку. Буду вязать за нее, провязываю столбик без накида. И дальше в каждую петельку вяжу столбик без накида именно за вот эту заднюю перемычку. Можно вязать и обычным способом, но если мы провяжем именно за заднюю вот эту вот перемычку, у нас край будет смотреться намного аккуратнее. Видите, получается вот такая вот цепочка. Провязываем так до конца ряда. Теперь следующий ряд мы также будем вязать столбиками без накида. Провязываем одну воздушную, поворачиваем вязание и находим наш самый первый столбик. Под 2 стеночки петли вяжем столбик без накида. Следующую петельку точно так же под 2 стеночки петли столбик без накида. И по этому принципу мы провязываем этот ряд до конца. Вот провязала я столбики без накида, и теперь начинаем вязать сам узор. Провязываем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание, делаем накид, и теперь в первый наш столбик под 2 стеночки петли провязываем полустолбик с накидом, то есть вытягиваем ниточку и провязываем 3 петли за раз. В следующую петельку повторяем точно так же под 2 стеночки петли провязываем полустолбик с накидом. Теперь смотрите внимательно, делаем накид на крючок. И вот наш вот этот вот столбик последний, за него вытаскиваем ниточку, оставляем на крючке. Теперь делаем накид и опускаемся, вот если мы вязали вот здесь вот, опускаемся на ряд ниже и на петлю назад, на одну петлю. Вот здесь мы вот вязали, видите, вот в эту петельку, вот сюда, опускаемся на ряд ниже и на одну петлю обратно, в обратную сторону, и вытягиваем петельку на тот уровень, на котором у нас петли на крючке. Теперь смотрите, вот в этот столбик мы вязали, теперь делаем накид и в следующий свободный столбик под 2 стеночки петли вытягиваем ниточку. Вот что у нас получается. Теперь провязываем это все за раз. И теперь повторяем точно так же. Делаем накид, наш последний столбик, вот он, за него заводим крючок, вытаскиваем петлю, делаем накид, вот в эту петельку мы вязали, опускаемся на ряд ниже и возвращаемся на петлю назад, и отсюда вытаскиваем вторую петельку, делаем накид, сюда мы с вами вязали, а в следующий свободный столбик вытаскиваем еще одну петлю и провязываем вместе. Давайте еще раз провяжем. Накид, провязываем, вытягиваем петельку, точнее за наш последний столбик, накид, здесь мы с вами вязали, опускаемся на ряд ниже и на петельку назад, вытягиваем отсюда ниточку, накид, вот в эту петлю мы вязали и в следующую свободную вытаскиваем еще одну петлю
на крючок и провязываем все петли за раз. И вот таким образом провязываем до конца ряда. Смотрите, в конце ряда, когда у нас с вами осталась одна петля, мы ее просто провязываем полустолбиком с накидом. И переходим к вязанию следующего ряда. Смотрите, следующий ряд вяжется по такому же принципу, как мы вязали предыдущий. Только исключением у нас будет, куда мы будем вводить наш крючок и откуда будем вытаскивать петельки. Теперь провязываем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание и начинаем ряд точно так же, как предыдущий. В первую петлю под 2 стеночки мы провязываем полустолбик с накидом. В следующую петлю также под 2 стеночки мы провязываем еще один полустолбик с накидом. Теперь делаем накид, и вот наш последний столбик, за него заводим крючок и вытаскиваем петлю. Теперь делаем накид. И вот смотрите, теперь мы с вами будем вязать в предыдущие петли предыдущего ряда. То есть вот сюда мы с вами сейчас связали, да, столбик последний. Мы возвращаемся на одну петельку назад, вот сюда. И отсюда вытаскиваем ниточку. Теперь делаем накид. Сюда мы вязали, значит в следующую свободную заводим крючок и вытаскиваем нитку. Провязываем все петельки за раз. Повторяем вязание, делаем накид, за наш последний столбик вытаскиваем ниточку, делаем накид, вот сюда мы с вами вязали, значит вяжем, вытаскиваем в предыдущую петельку, вытаскиваем ниточку, делаем накид, сюда вязали, значит в следующую свободную петлю вытаскиваем еще одну и провязываем все петли за раз. Повторяем накид, за последний столбик, накид, в предыдущую петлю, накид, сюда вязали, в следующую свободную вытаскиваем ниточку и провязываем все петли за раз. И вот таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда вновь в последнюю петельку провязываю полустолбик с накидом. Беру новый цвет пряжи. Теперь мы с вами будем провязывать все последующие ряды точно так же, как вязали предыдущий ряд. Видите, у нас получается вот такой вот колосок. То есть на колосок у нас будет уходить 2 ряда. То есть беру новый цвет, вытаскиваю ниточку новую, провязываю 2 воздушные петли, поворачиваю вязание. В первый столбик вяжу полустолбик с накидом. В следующую петельку также полустолбик с накидом. И теперь начинаем повтор. Делаем накид, за последний столбик вытаскиваем петлю, делаем накид, предыдущая петля, делаем накид, сюда мы вязали, в следующую свободную вытаскиваем петельку и провязываем все за раз. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Следующий ряд у нас также будет фиолетовым цветом, потом можно поменять цвет. То есть, видите, на один колосок уходит 2 ряда. Потом можно менять цвета, можно вязать тем же самым. Тут, как говорится, уже все зависит от вашей задумки и вашего желания. Провязываем так столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вот так вот данный узорчик выглядит, если провязать большее количество рядов. С обратной стороны он точно такой же, и это его очень большой плюс. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.